Это видео для мужчин, которые мыслят критически и не боятся узнать правду о своей женщине, даже если она будет некомфортна. Хочешь жить в иллюзорном мире? Тогда просто закрой это видео и иди дальше. Меньше знаешь, крепче спишь. Короткие мини-юбки, глубокое декольте и яркие татуировки. По этим признакам определить доступную женщину можно было когда-то в прошлом, но сейчас это не актуально, хотя и такие встречаются. Она одевается вполне целомудренно, ведет себя прилично, подкармливает кошечку у подъезда и даже иногда раз в год ходит в храм. Вот так положено. Нет, сегодня мы будем выявлять изменщицу не потому, как она выглядит, а будем смотреть на то, что она говорит и что делает. Отвертеться не получится. Первая фраза «Мне нужно личное пространство». В данном случае вероятность, что там есть другой мужчина, выше 90%. Это лично моя статистика. Подобную фразу девушка говорит, когда ты заглядываешь в экран ее смартфона, когда она увлеченно с кем-то переписывается поздно вечером. Особенно если сравнить с тем, что было раньше, в начале ваших отношений, когда ее телефон был в свободном доступе. Ты мог его взять в любой момент, что-то посмотреть, позвонить. Ты знал пин-код. Сейчас же он лежит экраном вниз. А если вдруг девчуля увидела у тебя его в руках, то что она делает? Она заметно нервничает. Ходит за тобой по пятам, хвостиком, из комнаты в комнату. Не выпускает тебя из виду. И все время норовит забрать под предлогом кому-то срочно позвонить. На твою обеспокоенность, замечу, разумную обеспокоенность, какие личные границы? Мы вроде как в отношениях или нет? Мне не по душе такие секреты. Ведь нормальные отношения, что они подразумевают? В первую очередь прозрачность. Чтобы у тебя не возникало вопросов или мыслей. Логично же. А здесь женщина не то, что не удосуживается тебе что-то объяснить, как-то успокоить хотя бы. Нет. Она пускает в ход железобетонный аргумент, который взяла на вооружение у своего любимого психолога. О том, что нужно доверять. Любишь? Доверяй. Серьезно? Если честно, эта фраза лично у меня всегда вызывала вопросы и сомнения. То есть, по этой логике, вопреки своему внутреннему состоянию, дискомфорту, ощущениям, что что-то не так, я должен стиснуть зубы и терпеть. Так получается? А ведь когда вы какое-то время вместе, ощущение, что что-то не так, очень хорошо чувствуется. Ты можешь не понимать, что не так, но что-то не так. Но было же у каждого. И когда ты слышишь это красивое слово «доверие», красиво же, да? Складно. Признайся себе, что в этот момент ты ощущаешь, что что-то не то, что это ненормально, что тебя на самом-то деле где-то обманули, но ты просто не понимаешь где. Да, я готов доверять, без проблем, но ты докажи, что я могу тебе доверять. Веди себя так, чтобы у меня не возникало вопросов, каких-то ненужных мыслей и необоснованной тревоги. Логично? Логично. Без доказательств, без того, чтобы заслужить это доверие. В данном конкретном случае это всего лишь самая обыкновенная манипуляция. Именно так это нужно расценивать. И если ты думаешь, что женщина этого не понимает, все она прекрасно понимает. Ах ты негодник, все-таки посмел взять в руки телефон после всего этого. В ход идет еще одна манипуляция, только пожестче. Копается в переписках только неуверенный в себе мужчина. Понял? Здесь о чем можно сказать? Это уже открытое унижение. Если девушка позволяет себе такое в твой адрес, а ты терпишь, ты хаваешь, то твоим отношениям крышка. Ты просто пока еще не понял этого. Уважение – это основа. Говоря о личном пространстве, девчуля пытается оправдать свое неуважение не только к тебе, это и так понятно. Она считает позволительным уже это делать. Сколько к вашим отношениям и перспективе вообще вашего будущего в целом. Ведь что включает в себя экологичные отношения? Это, естественно, какие-то ограничения. Это жертвенность в каких-то вопросах. В принципе, созидательное отношение, созидательный настрой. Даже если есть какое-то недопонимание, разногласие, женщина не пытается перетянуть одеяло на себя. Для нее важнее гармония и спокойствие, нежели чтобы она была права. Если взять меня в моих отношениях, у меня нет желания как-то маниакально там что-то проверять, какие-то переписки смотреть у своей женщины. Нет желания искать какой-то компромат, чтобы зацепиться. А почему? А потому что она не дает для этого повода.
Она демонстрирует прозрачность и открытость, понимая, что для меня это важно. И если надо, я могу взять ее телефон в любой момент. Что-то там сделать, какие-то настроить, позвонить. Даже ответить, если она занята на кухне, готовит обед. Здесь же девчуля игнорирует то, что ей невыгодно на самом деле. Она хочет схалявить. Ничего не делать, ничего не отдавать. И ей невыгодно давать тебе свой смартфон. Слышишь подобную фразу, сомнений быть не должно. Там другой мужчина. Неважно, только переписка, флирт или что-то большее. Важно другое, что ты не авторитет и уважения к тебе нет. Вторая фраза. Это просто друг. Так девушка говорит, когда ты увидел на ее экране смартфона смс-ку от какого-то Пети. Ну, условно. Или увидел, что она ведет активную переписку именно с мужчиной. Или она добавила какого-то парня в друзья. Да что там, она может сама тебе сказать, что сегодня встречается со своим знакомым, хорошим. Это актуально в начале отношений, когда она еще тебя тестирует, насколько позволительно возможно себя с тобой вести. Естественно, нормальная здоровая реакция мужчины – дискомфорт. Все-таки какой-то потенциальный конкурент, как минимум, хочется узнать, кто это, что это. Что в этот момент делает девушка? Она треплет тебя за розовые щечки и выдает убедительный аргумент. Да не волнуйся, дурашка. Мы с детства с ним дружим. Чего ты так распереживался? Или, да просто коллега, даже не в моем вкусе. Да и вообще он женат. Или, да успокойся. Хотела бы, давно бы от тебя ушла. Ты же меня знаешь, я однолюб. Убедительно, не правда ли? Здесь мужчина делится на два типа. Первый тип верит. Ты в этот момент думаешь, мы все-таки, в 21 веке живем. Женщина, это же не монашка все-таки. Какое-то общение с мужчинами, это неизбежный фактор. Да. Хотя по факту уже подвергся внушению, что нужно доверять. А на самом деле, что тебя заставляет в это поверить? Желание обмануться. Ты боишься прямого столкновения. Ты стрессуешь. Боишься все не испортить. И действительно, значимость высокая. Столько в нее вложил ресурсов, времени. Через столько прошли с равнулькой. В конце концов, ты себя успокаиваешь. Я же не застукал ее ни с кем. То есть явных прецедентов не было. Скорее всего, я как-то неправильно это все понимаю. Это, видимо, со мной что-то не так. Надо к этому проще относиться. Не буду обращать внимания. Это как зуб, который пока не болит, но ты знаешь, что там есть кариес. И ты знаешь, что он прогрессирует, и тебе все равно придется идти к стоматологу. Но ты внушаешь себе, что пока же не болит. А если и болит, то редко. Поэтому пока не пойду. Ты же понимаешь, что поход к врачу, он неизбежен. Так же и здесь. Должен понимать, что конец отношениям также неизбежен. Что вопрос ее настоящей измены – это лишь вопрос удобных обстоятельств и истечения какого-то времени. Сейчас, на самом деле, ты живешь в неком иллюзорном мире, в альтернативной реальности, которая слепила для тебя специально женщину с развитым эмоциональным интеллектом. Проще говоря, женщина, которая умнее тебя. Второй тип мужчины – это мужчина, который понимает, что ему плохо, что ему дискомфортно, что ему это не нравится, но он терпит. Но к чему это все приводит? Это всегда по итогу приводит к выбросу, взрыву эмоций. А как мы знаем, выход на эмоции – это всегда слабость. И через этот конфликт женщине легко тебя завиноватить и навешать на тебя чувство вины модными словами. Да ты, оказывается, абьюзер и тиран. А что дальше? Перехват ролевой инициативы. Мужчина извиняется. Он думает, что это вопрос локальный. И я сейчас извинюсь за то, что я вышел из себя. И все будет хорошо. Но не понимает, что для женщины важно не то, что конфликт урегулирован как-то, а то, что ты извинился. А это показатель слабости. Подсознательно она фиксирует, что... То есть я могу себя деструктивно вести, он извиняется, и я могу через это влиять на отношения. То есть мы собственноручно здесь отдаем ей сильную позицию. А что в результате этого? В каких-то случаях отношения могут еще продлиться какое-то время. Но, как правило, в течение 3 месяцев все разваливается. Либо же сразу же после данного конфликта женщина уходит. Потому что уважение к тебе пропадает, и, естественно, она не может быть со слабым мужчиной. А кто на самом деле этот мистический друг, ради которого девушка готова рискнуть отношениями, который авторитетнее тебя на самом-то деле? Очень часто это мужчина, которого она держит во френд-зоне, держит при себе на всякий случай. Понимает ли она, что это не дружба? В большинстве случаев да. Тот самый друг, мужчина, он когда-то уже показал готовность быть с ней.
Он ее продемонстрировал. Просто пока ей невыгодно его подпускать ближе. Ну, как бы она в отношениях с тобой формально, возможно, и комфортно пока, не решила еще. Она просто держит его на дистанции, на расстоянии вытянутой руки. И как только в ваших отношениях что-то пойдет не так, вот ты выйдешь на эмоции, захочешь подтвердить свою сильную позицию, ты просто дашь ей эту возможность проявить в этот момент больше решимости, перепрыгнуть с ветки на ветку. А опробовать этого друга в качестве мужчины женщина сможет через паузу, когда ей нужно все обдумать, а ты согласишься. У тебя может закрасться вопрос, а почему она сразу не уйдет? Да? Чего вот эти игры устраивать какие-то? Ну, для многих девушек это большой груз ответственности. Никто не хочет ее на себя брать. Ей проще, когда ты косячнешь, пусть даже она это подстроит, и через это уйти, нежели просто поговорить, сказать, что там нет чувств, давай как-то разбегаться. И она создает в ваших отношениях условия для того, чтобы получить этот пинок под зад и более легко уйти. Я вспоминаю себя в юности. Конечно же, я тогда всего этого не знал. И одни из первых отношений у меня были. Я помню такой момент, когда девушка сказала, что чувства пропали. Естественно, были все акты нуждаемости, ожидания у подъезда, звонки, уговоры. Но не в этом дело, а в том, что буквально через неделю я вижу, как она идет по улице за ручку с парнем. И я узнал в этом парне ее друга, с которым, когда мы были в отношениях, у нее был контакт. То есть она там переписывалась и так далее. То есть он уже был. И симпатия к нему была. И был представлен как просто приятель. И вот мой провал баланса значимости как раз и дал ей этой решимости, дал ей этот пинок под зад, который сподвиг ее, собственно, так быстро переключиться. Какова экологичность и долговечность подобных отношений, когда девушка перепрыгивает с ветки на ветку? Если брать из моей практики, подобные отношения разваливаются в течение 3-6 месяцев, потому что под ними нет фундамента. Для девушки это всего лишь поиск эмоций и дофамина. Третья фраза – это ты виноват. Так девушка может сказать, когда застукал ее, что она с кем-то целовалась по пьяни в клубе. Или узнал от друзей, что это было. Или увидел откровенную переписку с другим мужчиной. Недвусмысленную. То есть здесь уже ты видишь ощутимые доказательства, факты. Есть контакт с другим мужчиной в формате мужчина-женщина. И это неопровержимый факт. Доказательства есть. Но не поверишь, даже здесь мужчина умудряется все профукать. Вот буквально на консультации недавно мужчина обратился тоже с подобной ситуацией. Что он сделал, когда узнал? Конечно же, закатил скандал. Это делают 99% мужчин. Более того, он не просто закатил скандал. Он действительно выставил ее за дверь, собрал вещи, сказал, все, мы расстаемся. Казалось бы, он молодец, он поступил правильно. Но он не учел один факт. Он это сделал, опять же, на эмоциях. Он не был к этому готов по-настоящему. Это импульсивный поступок. Он не саккумулировал в себе вот эту внутреннюю готовность поставить точку. Что дальше произошло? Проходит несколько дней, неделя. И он, значит, думает, это же только поцелуй. А поцелуй это же не измена. То есть он начинает оправдывать женщину, которой завысил значимость. Да, вот это я все-таки спылил. Да, может быть, она же хорошая. Хороший же человек. Непутевая просто. С кем не бывает. Измены же не было. Да, то есть даже здесь женщине удается все переиграть. Ты еще и извиняться будешь. Понимаешь? В ход идут аргументы. Это ты виноват. А это произошло потому, что ты не уделял мне внимания. А цветы когда последний раз дарил? Посмотри, к чему это привело. Я оказалась в руках другого мужчины и целовалась с ним. Понимаешь всю абсурдность ситуации? Да, мы с этим мужчиной разработали план. Конечно же, он был предупрежден, что с подобной барышней лучше, как говорится, перекреститься и пойти своей дорогой, потому что она абсолютно не подходит для отношений, руководствуется исключительно эмоциями. Но здесь мужчина ради опыта, ради того, чтобы закрыть гештальт, решил все-таки узнать эту механику и вернуть. Уже прошло буквально 2-3 месяца, идут первые пинги. Но хочется сказать важную вещь. Вот в таких ситуациях жизненно необходимо включать критическое мышление. Ты же мужчина. Нужно мыслить объективно. Задавать себе правильные вопросы. Например, а что мешало женщине завершить эти отношения, если они ее не устраивали? Если ты ее не удовлетворял в чем-то? Не закрывал ее потребности? Что мешало ей это сделать? А потом со спокойной совестью искать другого.
Хорошо, если она хочет решить какую-то проблему. А как ее измена способна решить эту проблему? Как она способна как-то улучшить ваши отношения, чтобы этого больше не происходило? А никак. Никак. Ей это не надо. Она получила разрешение на эти деструктивные действия. От тебя, когда ты провалил баланс. Или от ее любимого психолога, который сослался на какие-то там детские травмы. Это не важно. Важно, что ей это не нужно. Но мужчина, находясь в слабой позиции, с навязанным чувством вины, поверивший, что это та самая, что они проживут до старости, винит себя и просит прощения. То есть эта доступная женщина еще и дивиденды с тебя получает. Понимаешь, в чем абсурд? И даже если она, скажем, возвращается в отношения, как-то так звезды сошлись вдруг, то дальше ты живешь в постоянном стрессе, чтобы роднулька снова не изменила, чтобы ее снова не потянуло налево. Это ли здоровые отношения? Поэтому важно при таких обстоятельствах включать свой мозг и занижать значимость девушки. Может ли изменщица, доступная женщина, что-то переосмыслить и измениться? Важно понимать, что это человек травмированный какими-то жизненными обстоятельствами. Надо смотреть семью, да, где она выросла. Но это всегда проблемная женщина. Понятно, что таких сейчас там 97-98%. Здесь надо смотреть степень ее проблемности. А насколько у нее заложена вот эта морально-нравственная сторона, духовная в том числе. Все эти аспекты влияют. Если с малой долей проблемности можно ставить на место с определенными приемами или манипуляциями, потом последующие 3 года рецидивов не будет, то о тех женщинах, о которых мы сегодня говорили, это уже большая степень проблемности. Но оно тебе надо. Постоянно подтверждать свою сильную позицию, держать баланс значимости. И важно что еще понимать, что не стоит относиться к подобным женщинам с каким-то негативом, злостью, что вот ах, какие плохие редиски. Да, или там все женщины изменщицы и вообще буду жить соло. Друзья, это же неэффективно, это неразумно. А просто тупо разочаровываться и злиться на весь женский род. А зачем? Какой в этом смысл? Никакого. Потому что есть женщины, да, их немного, которые хотят этих спокойных, понятных и прозрачных отношений. Которые с уважением будут к тебе относиться. Которые хотят дарить свою любовь, свою заботу. Важно напоминать себе об этом, не опускать руки. Представить себе этот образ. Да, есть эта девушка. Описать ее. Описать для себя ее черты лица, волосы. Как она выглядит. Как она проявляет эту заботу. Она есть. Друзья, спасибо, что посмотрели видео. Я редко прошу поставить лайк и подписаться. Но, к сожалению, алгоритмы YouTube работают таким образом, что это скорее необходимость. Поэтому буду рад. Спасибо за просмотр.